Друзья, всем привет! Сейчас в публичном пространстве Германии политиками, которые, скажем так, победили на выборах, да, будут сейчас создавать коалицию, уже ведут усиленно переговоры. Мерц заявил, что коалиция будет создана до начала Пасхи. Да? Значит, вот этими политиками сейчас обсуждается тема смены юридического статуса для украинских беженцев. И вот в этом видео я вам поподробнее все об этом расскажу. Что хотят сделать, какие обсуждаются предложения. Итак, друзья, сейчас многие украинские беженцы, вот именно с начала 2025 года, находятся в неопределенном положении, можно сказать, в неопределенном ожидании. А что будет? Да, в будущем, особенно касается, что будет после марта 2026 года. Оставят, не оставят, какое будет решение принято и так далее. Потому что все это происходит из-за того, да, что многие не хотят уезжать на родину. Об этом свидетельствует социальный опрос, который проводили немецкие исследователи. Я уже повторял это в нескольких видео, еще раз повторюсь. 67% украинских беженцев, которые находятся в Германии в настоящее время, утвердительно в категоричной форме заявили немецким исследователям о том, что они не хотят возвращаться в Украину после окончания войны, после того, когда в Украине наступит мир. Не хотят связывать свою судьбу со своей родиной. Более 67%. Поэтому такое напряжение среди украинцев. И вот не знают, что делать. Форумы читаешь, там вообще кошмар. И все это потому происходит, что политические новые силы будут решать дальнейшую их судьбу. И особенно это касается тех украинских беженцев, которые в настоящее время не работают в Германии и получают денежное пособие Бюргергельд. Кроме этого, я уже снимал видео, вы тоже об этом знаете, если вы интересуетесь немецкими новостями, о том, что в Германии, соответственно, уже разрешили правительством федеральных земель, федеральному правительству брать кредиты, да. Кредиты будут браться, то есть сняли, скажем так, долговой тормоз, так называемый. Кредиты будут браться в основном на перевооружение, на инфраструктуру, как там было написано, это такие две цели. Ну и кроме этого разрешено брать кредиты на содержание беженцев. Почему? Тут касается не только украинцев, это касается беженцев в целом всех, которые прибывают на территории Германии. Потому что во многих федеральных землях, во многих муниципалитетах, в том числе и в столице Германии, в Берлине, настолько много беженцев проживает, что уже бюджета не хватает на содержание просителей убежища. Вы себе можете в это представить. И Берлин намерен в бюджет 2026-2027 года брать кредит в размере 67 миллионов евро на содержание беженцев, которые находятся на территории столицы Германии. Представляете себе? И вот в этом видео я вам сейчас расскажу, друзья, что будет, да, если правовой статус украинских беженцев в Германии изменится. А хотят украинских беженцев приравнять к беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. И об этом многие говорят. Это, кстати, была идея еще Фридриха Мерца, которую он озвучил летом 2024 года. И вот, если Германия изменит правовой статус всех украинских беженцев, то тут как бы есть две позиции, да, среди политиков. Одни говорят, что давайте мы поменяем сразу всем, и тем, кто находится сейчас на временной защите, да, мы просто скажем, что давайте пишите ходатайство о предоставлении убежища, и директива разрешает это сделать, и соответственно мы их сразу переведем тоже в статус беженцев. Это первые так говорят. Вторые говорят, нет, пусть старые остаются на временной защите. До марта 2026 года она скоро и так окончится. По крайней мере, думают, что ее не надо будет продлевать. А новые, которые
будут прибывать беженцы, украинцы, да, пусть вот они как раз таки будут писать ходатайство, подавать о предоставлении убежища. И мы им уже временную защиту давать не будем, а мы уже будем их оформлять согласно конвенции о статусе беженца. И, то есть будем оформлять так, как оформляются сирийцы, афганцы и так далее. Значит, и если это произойдет, да, то в свою очередь это увеличит колоссальную нагрузку на работников миграционной службы. Потому что если если первый сценарий внедрить, то это все сейчас 1 250 000 побегут и будут писать заявление о предоставлении убежища. Да? То есть поэтому, скорее всего, это решение приниматься не будет, потому что это огромная будет нагрузка и, скорее всего, просто не справятся, это будут рассматриваться там годами, не годами, там месяцами, это точно. То есть это до 2026 года 100% будут рассматривать и будут людей оформлять. Представьте, 1 250 000 одномоментно побегут и будут писать эти заявления. Нет, скорее всего, этого не будет, но есть кто за это будет голосовать, кто эту идею продвигает, это не надо забывать. Скорее всего, обяжут просто новых, кто вновь прибывает. Но еще даты пока неизвестно. Пока, еще раз повторюсь, друзья, это пока только разговоры. Не надо мне сейчас писать, сейчас начнут неадекваты писать, это не принято, я там придумываю и так далее. Да, это не принято, но разговоры такие ведутся. Поэтому я о них просто вам рассказываю. Адекватные украинцы понимают, к чему дело, да, что если ты проинформирован, значит ты вооружен, то есть есть к чему готовиться. Потому что в любом случае, я думаю, что в 2025 году, да, там или в середине года, может к концу года, изменения в любом случае для украинских беженцев будут. Это 100%, это уже все прекрасно понимают. И скорее всего они будут касаться денежного пособия Бюргергельд, и в первую очередь попадут те, кто сейчас до сих пор не работает. Это первое. Значит, чтобы избежать этой всей нагрузки, генеральный директор немецкого союза городов и муниципалитетов Андре Бергерер, это очень авторитетная организация, потому что она в себе собирает, я уже рассказывал в каком-то из своем видео, 70% муниципалитетов в нее входят, да, она защищает права именно районных властей. А ситуация такая сейчас сложилась в районах, что многие подают в суды, многие просто-напросто не хотят принимать беженцев, потому что их банально некуда селить. И они имеют на это право, потому что в основном 85% содержания тратят на беженца на одного, тратят именно муниципалитеты, а не федеральное правительство. Как пример вам расскажу, 25 000 примерно обходится содержание одного беженца в год. Значит, и только 7500 покрывает федеральное правительство, выплачивает муниципалитету за направленного к нему беженца на его там поселение, размещение и на содержание. Остальные деньги платит муниципалитет, то есть местные власти. Поэтому это очень серьезная организация. И вот этот директор этой организации, вот что он сказал. Чтобы избежать дальнейшей перегрузки миграционных властей в будущем, только украинцы, недавно прибывшие в страну, должны получать пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, которые ищут убежище, вместо нынешних пособий в соответствии со вторым социальным кодексом, то есть вместо Бюргергельд. В таком случае к людям, покинувшим Украину, будут относиться так же, как и к беженцам из других стран. Вот он как раз таки выступает за идею, что нет, пусть те старые остаются, получают Бюргергельд, а новые не должны получать в Германии временную защиту, они должны писать ходатайство о предоставлении убежища, мы их будем оформлять как, значит, беженцев из стран Африки, Ближнего Востока, и, соответственно, будут они получать денежные пособия, как беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Размер этих пособий на 100 евро, там от 80 до 100 евро меньше, чем денежное пособие Бюргергельд. Но там есть куча других нюансов, и вот об этих нюансах я сейчас буду вам рассказывать. Значит, из этого выплывает вторая проблема. Справедливо ли будет по отношению к вновь прибывшим украинским беженцам в Германию? Вот такая ситуация. Почему? Потому что эта ситуация, скорее всего, создаст разногласия внутри Германии, внутри вот этого общества украинских беженцев, и старых, и тех, кто прибыл. Потому что, они будут иметь разные социальные права. Потому что сейчас беженцы украинские имеют права социальные точно такие же, как и граждане Германии.
А беженцы, которые будут прибывать, и если они будут писать заявление о предоставлении убежища, они, конечно же, такие права иметь не будут. Значит, в чем это будет выражаться? Размер пособия. Первое, Бюргергельд, это денежное пособие, которое получают безработные граждане Германии, которые проработали по 20, по 30 лет и остались по каким-то причинам без работы, да, и они получают это пособие. Ну и, соответственно, оно высокое. 563 евро получает один взрослый человек. Денежное пособие, которое получают беженцы из стран Африки, Ближнего Востока, оно в разы меньше, то есть оно там на 100 евро меньше. Понимаете, да? То есть это совсем другое пособие, совсем другие социальные права. Второе. Прибывающие беженцы, которые будут подавать ходатайство о предоставлении убежища, они столкнутся с жилищной проблемой. Они первое время должны и обязаны будут жить в общежитиях. Их нельзя будет селить в частные квартиры, как сейчас селятся украинские беженцы. Нашел себе там дом частный, нашел себе частную квартиру, переехал туда с семьей и оплачивает государство. Беженцы из стран Африки и Ближнего Востока такое себе позволить не могут. Те, которые приехали вот первый раз, да, там и проживают, только вот въехали. Они не могут себе такое позволить. Они обязаны какой-то определенный срок проживать в общежитиях. И, соответственно, это тоже будет неравенство, потому что и будут украинские беженцы, которые уже давно приехали, они будут проживать в домах в частных, в квартирах, за них все оплачивает государство, и будут те, кто будет ютиться в общежитиях, то есть будет несправедливость. Политик от партии «Зеленых» Матиас Шимпф, он казначей, который отвечает за дела беженцев в районе Бергштрассе в земле Хессен, он поясняет. Согласно правовым нормам, просители убежища, как правило, проживают в общежитиях, в то время как украинские беженцы в основном живут в собственных арендованных квартирах, за которые оплачивает немецкое государство. Кроме этого, разница в предоставлении объема медицинской услуг и медицинской помощи. Украинские беженцы в настоящее время получают точно такие же услуги медицинские и точно такой же объем медицинской помощи, как и граждане Германии. Просители убежища из стран Африки и Ближнего Востока, и если примут по украинским беженцам, которые будут писать заявление о предоставлении ходатайства о предоставлении убежища, будут получать меньше помощь. То есть будет предоставляться помощь только в экстренных случаях, да, операции, аппендициты, беременность там и так далее, какие-то сложные операции, если они угрожают жизни человеку, будут проводиться, да. Но если там температура, заболела голова и надо к врачу, то сейчас в некоторых муниципалитетах там по-разному все построено, но принцип такой, что идут беженцы из Афганистана в отдел здравоохранения, да, берет справочку и потом с этой справочкой идет к врачу. Вот, его врач принимает, и за него эта справка говорит о том, что за него муниципалитет заплатит врачу за предоставление медицинских услуг. Вот так сейчас это происходит. Вот. И хотят это сделать украинским беженцам, которые вот только вновь прибудут. Понятно, медицинские услуги. Ну и самое главное, это работа. Сейчас украинские беженцы точно такие же имеют права по работе, как и граждане Германии. Приехал, хоть с первого дня устраивайся на работу. Граждане, беженцы из стран Африки и Ближнего Востока не имеют права сразу приступать к работе. Понимаете, да? Соответственно, они обязаны жить в общежитиях, то есть они не могут предоставлять медицинские услуги, получать такие же, да, там операции делать дорогостоящие, там суставы менять и так далее. Кроме этого, беженцев из Африки и Ближнего Востока имеют право по закону, да, местные власти, где они проживают, обязывать, чтобы они выполняли общественно полезный труд. И оплачивают этот труд в размере 80 центов за 1 час. Да, вы не ослышались. 80 центов, не 80 евро, 80 центов за 1 час. Меньше 1 евро. Это все предусмотрено законодательством. И есть такой округ, муниципалитет Заале Орла в Тюринге, я уже рассказывал, там 2 или 3 видео я снимал, где администратор этого округа, он ввел обязательную общественные работы, и беженцы получают 80 центов за 1 час. И они там довольны, но это отдельное видео. Так вот что он сказал, его зовут Кристиан Хергат. Закон о пособиях для лиц, ищущих убежища, предусматривает значительно больше санкций, чем
закон, согласно которого выдаются денежные пособия Бюргергельд. Например, если люди отказываются от назначения на общественные работы, поясняет он, там ситуация такая, то есть он ему вызывает беженцев, дает ему объем работы, говорит, вот есть такая-то работа, да, ты обязан ее выполнить, мы тебе будем платить 80 центов в час. Если беженец отказывается, у него денежное пособие урезается. Отказался раз, урезали, второй раз отказался, еще урезали, понимаете? Поэтому там у него дисциплина жесткая в этом округе, зале Орла, в Тюрингии. Я снимал видео, беженцы вначале там тоже не хотели, там некоторые уезжали, отказывались от убежища, потому что они не получали денежного пособия, не хотели работать, да, там листья мести или снег убирать. Вот. А много согласилось, и это пошло на пользу им. Почему? Потому что в основном эту работу предоставляют местные какие-то частные компании, да, муниципалитет берет у них объем работ, они предоставляют, и на этих работах они направляют беженцев. Платят им 80 центов, но люди-то разговаривают с руководством, кому-то нравится. Так вот, из 100 человек, 60 человек взяли потом через полгода, пока они выполняли вот эти вот работы по 80 центов за час и платил им муниципалитет. Значит, потом их взяли просто эти фирмы к себе на работу на постоянную. И они уже начали платить нормальную заработную плату, там, как положено в Германии. И люди довольны. Люди в этом округе, они сами идут и просят, чтобы их назначали на эти работы. Вот так вот этот чиновник построил работу. Беженцы довольны. Вот что самое главное. Этот чиновник этого округа, он явно выступает за то, чтобы в будущем беженцы из Украины попали именно под действие закона о пособиях для лиц, которые ищут убежище. Чтобы они оформлялись как беженцы, не временную защиту получали, а как беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. То есть, как мы с вами, друзья, видим, настроение у немецких чиновников, у немецких политиков по отношению к украинским беженцам сводится к одному. Это то, что я говорил уже в своих видео неоднократно. Это к работающим беженцам. То есть, если человек работает, то вообще нигде о нем не упоминается. Только упоминается в хорошем виде, в хорошим словом, да, скажем так. Если беженцы работают украинские, пусть себе работают, значит, и мы их оставим. Все политики как один говорят, даже АФД об этом говорит. А вопросы и обсуждения, вот эти все, о чем я рассказал выше, это касается в первую очередь тех, кто не работает. Кто получает денежное пособие Бюргергельд. Но вы должны, друзья, быть готовы. 3 года прожить в Германии и не работать, поэтому, ловите помидоры в свою сторону. Будут обсуждать, я это говорил еще полгода назад, и будут постоянно обсуждать. И касается это еще и украинских мужчин мобилизационного возраста, которые получают Бюргергельд. Вот, например, что высказываются политики о тех, кто не работает. Сокращение пособий также побудит украинских беженцев активнее искать работу, считает Шимф. Необходимо обеспечить, чтобы все беженцы, имеющие надежные перспективы остаться в стране, могли быстро найти работу, подчеркивает Андре Бергерер из немецкой ассоциации городов и муниципалитетов. Да? Это вот все касается украинских беженцев. А политик из ЦДУ, вот этот чиновник, мэр этого муниципалитета Зали Орла, Хергат, который ввел обязательный труд для беженцев в своем округе, он выступает за простой принцип, который применяется вообще каждому беженцу, в том числе и украинскому беженцу. Каждый, кто может работать, обязан вносить свой вклад. Обязан вносить свой вклад, друзья. Понимаете? То есть, если трудоспособный, есть руки, ноги, может работать, он не должен получать Бюргергельд, он должен работать. И его надо заставить любым путем работать. Но я считаю, что это абсолютно правильно. Вывод один, друзья. Ищите быстрее работу, и тогда к вам вопросов не будет. Ну и параллельно занимайтесь тем, уже все эту тему знают, параллельно занимайтесь тем, готовьте почву, собирайте документы, чтобы перейти на другие параграфы, которые вам позволят остаться в Германии, проживать и дальше после окончания временной защиты. Если вы хотите, не знаете, с чего начать, какие документы надо, как перейти на параграфы, что и как, если у вас есть вопросы, вот моя вам электронная почта, если вы хотите получить консультацию, пишите мне.
имя. В 2 словах вопрос, там хочу перейти на параграф, надо какие-то документы, надо мне, вернее, документы, которые мне позволят остаться в Германии, там и так далее. Обязательно указывайте номер телефона, я вам список этих документов вышлю и разъясню, что вам нужно и так далее. Опять же, если консультация требует изучения документов, если консультация требует углубления в вашу проблему, то есть изучить обстоятельства, документы, то это все бесплатно не делается. Вы должны это понимать. И так времени нет, да, потому что очень много работы, очень много, скажем так, обращений. Поэтому это все стоит денег. Я вам все цены все расскажу. То есть кто готов платить за труд, да, но получить качественную, грамотную консультацию, значит, обращайтесь. Кто хочет бесплатно, вот есть в интернете Google, там вы сможете всю информацию бесплатно найти. Извиняюсь, друзья, что так говорю, но потому что пишут, вот сбрасывают миллионные страницы документов, пожалуйста, изучите что и как. Ну вы должны понимать, что каждая работа это время, это сидеть надо час-два изучать, но никто это бесплатно делать не будет. Вот и все. Друзья, если у вас есть вопросы по этой теме, пишите тоже на электронную почту и свое мнение, пожалуйста, напишите в комментариях.